Всем привет, друзья! Это канал True Kitchen. В прошлом видео мы делали булочку для бургера, и теперь самое время сделать сам бургер. Прежде всего займемся котлетой. Сегодня я буду делать куриный бургер. И для того, чтобы сделать хорошую куриную котлету, я буду использовать филе курицы и бедро 50 на 50. Если делать котлету только из бедра, она будет слишком жидкой, только из филе слишком сухой. А если сделать 50 на 50, котлета будет идеальна. Для начала промоем мясо. С куриного бедра мы снимаем кость и шкуру. Кость и шкуры можно использовать в дальнейшем для приготовления бульона. Сразу режем бедро на несколько частей, для того, чтобы было удобнее пропускать через мясорубку. При желании можно купить сразу готовый фарш, если вы доверяете продавцу, почему бы и нет. У меня есть для этого мясорубка, как говорится, есть все возможности, почему бы и не сделать. Теперь ставим мясорубочку и делаем фарш. Я люблю делать фарш для котлет с чистого мяса, чтобы не было ни хлеба, никаких таких приколов. Так он будет максимально вкусным. Вот мы получили фарш. Теперь нужно заправить его. Я добавляю соль с расчетом где-то 10 грамм на килограмм, черный молотый перец и немножко карри. Все это дело тщательно перемешиваем. Затем пару раз нужно хорошенько его выбить. Мы это делаем для того, чтобы фарш немножко спрессовался, был более плотный, и для того, чтобы затем он не рассыпался. Далее нам нужно порционировать этот фарш, сделать из них котлеты и убрать в холодильник. Сейчас покажу, как делать котлеты просто и удобно. Для этого мне понадобится пергамент, ножницы. Нужно будет отрезать несколько кусочков пергамента, на которые мы затем выложим наши котлеты. Мы это делаем для того, чтобы котлеты затем удобнее было снять с той формы, на которую мы их положим, и поместить на сковородку. Если у вас пергамент широкий, то такие листы можно еще разрезать пополам. Если нет, тогда отрезаем просто примерные квадраты. Они должны быть не меньше самой котлеты. Вот я отрезал несколько кусков. Котлеты желательно делать от 100 до 150 грамм, не больше. Иначе котлета у вас будет плохо прожариваться, или если меньше 100 грамм, котлета будет очень маленькая. Для того, чтобы было сейчас удобно формировать котлеты, нужно смочить руки холодной водой. Как видим, не прилипают к рукам. Я люблю делать все через весы. Вы можете это делать как вам удобно. Таким образом еще выбиваем немножко воздух, придавая форму нашей котлете. Затем делаем небольшой диск, помещаем на пергамент и здесь уже формируем руками котлету необходимой нам формы. Она сейчас должна быть чуть-чуть больше по диаметру, чем булочка, в которой мы будем собирать бургер. Во время жарки котлета немножко стянется, поэтому сейчас нужно сделать ее чуть-чуть шире. И при этом она не должна быть слишком толстой, для того, чтобы она прожарилась. Вот такого диаметра, я думаю, нам будет достаточно. И теперь делаем все то же самое с остальными. Если у вас есть формовочные кольца, сделать ваши котлеты будет гораздо удобнее и быстрее. Все вот эти приколы с пергаментом я делаю исключительно для того, чтобы было удобнее. То есть делать это не обязательно. Это только сугубо для удобства. Если хотите, вы можете просто сформировать шарики, вот такие вот из фарша, и в таком виде оставить их в холодильнике на некоторое время. И затем уже их жарить и лопаткой во время жарки придавать нужную форму, либо руками. Сама суть в том, что фарш обязательно должен поставить в холодильнике. Таким образом котлета будет более плотная, она примет определенную форму, и во время жарки она не будет так сильно стягиваться. Котлеты у меня сформированы, я перекладываю их на тарелку. И на то время, которое я сейчас потрачу для того, чтобы сделать соус и все остальные нужные ингредиенты для бургера, наши котлеты будут стоять в холодильнике, остужаться. Займемся приготовлением соусов. Один из них будет готовый, а второй соус я сделаю сам. Берем одно яйцо, делаем базу майонез. Сейчас добавил соли немного, молотый перец, немножко горчицы, пару капель уксуса. И теперь начинаем взбивать наш соус, постепенно добавляя масло.
Не нужно делать его сильно густым, потому что сейчас я буду добавлять другие ингредиенты. Пару соленых огурчиков, мелко порубимых. Добавляем к соусу. Сюда же добавляем немножко хрена. 2 чайные ложечки. Замечательно. На вкус шикарно. Берем помидор. Делаем тонкие слайсы. Чем тоньше, тем лучше. Потому что, как правило, толстые слайсы разъезжаются в бургеры, когда вы их кусаете. Поэтому их желательно, да и в принципе все, что вы режете, нужно резать тонко. Для того, чтобы сохранять целостность бургера. Помидоры пока отставляем. Теперь займемся сыром. Я не хотел брать сыр чеддер, который идет по стандарту к бургерам. Он мне уже очень сильно приелся. Поэтому я взял сыр Добродар. Он очень неплохой. Также делаю слайсы. Мы, в принципе, все подготовили. Теперь нарезаем булочки. Подготавливаем все заранее, для того, чтобы потом все сделать быстро и красиво. Какие красавцы, вы только посмотрите. Идеальные. Котлеты постояли у меня в холодильнике около получаса. Приступаем к жарке. Хорошенько разогреваем сковороду. Добавляем немного масла. Когда сковорода нагрелась, самое время отправить котлету. Теперь смотрите. С пергамента она слазит очень легко. И за счет того, что поставила в холодильнике, она держит форму. Теперь перекладываем на сковороду. И начинаем обжаривать до золотистой корочки и до полной готовности. Когда сковорода уже очень хорошо нагрелась, огонь можно сбавить на средний. Для того, чтобы наши котлеты не горели и успевали при этом полностью прожариться. Когда котлета уже хорошенько обжарилась с одной стороны, в течение нескольких минут, переворачиваем ее и продолжаем жарить дальше. Также пару минут. Когда котлету обжарили хорошенько уже и с другой стороны, кладем сверху пару слайсов сыра и накрываем на пару секунд крышкой. Затем открываем крышку. Как видите, сыр немножко подтаял. И снимаете с огня. Теперь, когда все котлеты мы пожарили, смазываем булочки с соусами. Нижнюю смазываю майонезом с хреном и с соленым огурцом. Сверху выкладываем котлеты. Они у нас получились прям огромные. Верхнюю булочку смазываем томатным соусом. Сверху на котлету выкладываем помидор по 2-3 слайса. И накрываем все это дело сверху булочкой. Вот такой замечательный бургер у нас получился. Сейчас попробуем. Это точно стоит попробовать. Друзья, не стоит забывать о том, что бургер не обязательно делать по какому-то одному рецепту, где будут ингредиенты такие же, как у всех остальных. Вы можете менять, ставить их так, как вам удобно. Самое главное, чтобы в конечном итоге получился офигенно вкусный, сочный бургер. Друзья, ну а на этом все. Кому понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся, обязательно пишем внизу комментарии. Дальше только интересней.